Передовые позиции обороны Донецка. Здесь 600-800 метров до позиции украинских военных. И за нашей спиной Донецк. Каждый вечер здесь одна и та же картина. В часов 6-7 вечера начинается обстрел со стороны украинцев. И в зависимости от интенсивности огня следует ответка с нашей стороны. Здесь тяжкое положение по бронежилетам, по броне у ребят. Из-за этого много осколочных. Мы здесь были, когда в июне. АГС сложился прямо здесь, везде рядом. И если не успеть заскочить в укрытие, можно схлопотать мелкие осколки, от которых успешно бы защитили бронежилеты. Вот это начинаются пострелушки со стороны украинских военных. Они сейчас бьют в сторону Жабуньков. И, соответственно, скорее всего, мы дождемся, что огонь будет перенесен сюда. Одна из самых горячих точек в Донецкой Народной Республике. Здесь даже не поступало приказа о подводе вооружений. Это Беттер, что ли? Это утес. Это нихуя не утес. Это сейчас ПКшка. Ты, блядь. Петух! Зачем вы? Зачем вы сказали? Нельзя пройти. Вот огонь. Огонь с украинской стороны идет в нашу сторону. Андрей меня наебал. Сейчас пули. Почему наебал? Не пройти, блин. Короткое затишье. Бойцы угощают нас кофе. Ждем развития событий. Из-за мирных договоренностей на позициях есть только стрелковое оружие. И при попытке прорыва сил ВСУ здесь будет очень жарко. За этим поворотом, чуть дальше, есть блокпост вооруженных сил Украины. Оттуда происходит регулярный обстрел позиции армии ДНР. Эти здания находятся на ничейной земле, и туда часто заходят украинские силовики. Да. Начало обстрела наших позиций. Это пристрелочный залп из АГС. Следующий не будет. База передовой, залп Василька. Там, я его не 3. Первый залп Василька. Особенность этого миномета в том, что он выстреливает очередью кассету мин калибра 82 мм за 1,5 секунды. И этот букет направляется к нам. По-моему, от 4-этажки справа. Вот залп Василька еще один. На второй залп я оставляю камеру снаружи. Учитывая время подлета мин, дистанция от миномета до нас около 3,5-4 километров. Но где-то рядом сидит корректировщик вооруженных сил Украины. Снайперам ДНР сейчас запрещено выходить и охотиться на глаза артиллеристов.
Разрыв снаряда сломал ЖК-монитор моей камеры, но она продолжала снимать, фиксируя происходящее на линии соприкосновения. Так, целый? База передовой, залп поселька. Ожидание прилета мин. Секунды растягиваются в вечность. Летят. Ох, сука, рядом. Нас обкладывают, да? Да. Ах вы, суки. Блядь, сейчас время бегал. Она работает, у нее экран разбит. А вот, Саня, а меня Василек обижает, представляешь, сука? Меня Василек обижает. Ага. Он пацанам камеру разбил уже. База передовой, залп поселька. Очередной залп Василька, сидим, пригибаемся и надеемся, что мимо нас. Подлая сволочь. Очень тихо. На 100 метров дальше. Пацаны, нормально? Нормально. Рядом с ними просто вон там. Не, ну как? Вот, смотри. А вот, смотри. Вон пыль, видишь? База передовой, с блокпоста стрелковая по нашему направлению. База передовой, залп поселька. Ух ты. Это еще один запах был. Алло. По асфальту. Ух ты, Это ёп. еще один запах был. Да, просто. Заходи, по-моему, еще не было. Зашел. Девушка 120 рублей. Одиночка. Только что мы стали свидетелями обстрела украинской стороны позиции армии ДНР
Вот, крыли нас васильками, АГСами, ложилась рядом. Вот моя камера ее затрехсотила, разбит экран. Теперь она у меня тоже побитая. Вот, что еще сказать у нас тут? Нас, слава богу, никого не задело. Но сюда срочно, конечно, нужны бронежилеты и каски ребятам, потому что они голые. Вот у нас здесь висела куртка, она вся в решето солдатская. Вот. После минометного обстрела возобновился огонь из крупнокалиберных пулеметов. Так выглядит перемирие на этом участке фронта. Сегодня потерь на этом участке фронта обороны Донецка не было. Андрей Филатов, Михаил Андроник, АФП Reports. Решили не ночевать на позициях. Отчаянные головы. Потому что Миша мчится к Кате. Сейчас налево. Миша мчится к Кате, поэтому, блядь, под обстрелом съебываем с позиции, хотя могли бы сидеть в бункере. Любовь, блядь. Любовь до добра не доведет.